Александра Семенова родилась 6 мая в 1902 году в городе Грозный в семье белошвейки Анны и нефтяника-бухгалтера Авраама Нестеровича. В 16 лет ее выдают замуж. У Александры и ее мужа Ивана рождается дочь Верочка, но эпидемия тифа разрушила семейное счастье. От болезни умирают и муж, и дочь. Больше своих детей у нее не было. Пережив трагедию, смысл жизни Александра видит в спасении людей. Окончив курсы медсестер, с головой уходит в работу в госпитале. В марте 1920 года Александра уходит на фронт в составе санчасти Красной Армии, а вместе с ней и ее будущий муж Емельян Константинович Деревский, раненый красноармеец, которого укрывала у себя семья Александры. Так Александра становится матерью маленькому сыну Емельяна Мите, а его младшему брату Тимофею. Позже они берут в свою семью девочку Панну, оставшуюся без родителей. С этого момента семья Деревских начала беспрерывно разрастаться. Кто-то попадал туда на время болезни своих родителей, кто-то в результате их смерти и даже отказа, и оставался в их семье навсегда. Куда только не забрасывала судьба Емельяна и Александру. Грозный, Сахалин, Казахстан, Куйбышев, Нефтегорск и, наконец, Украина. Дети из русских, украинских, узбекских, чувашских, мордовских, еврейских и даже немецких семей нашли приют в их доме, который впоследствии стал им родным. В 30-е годы Александра Деревская становится заведующей детского дома города Сызрани Куйбышевской области, который имеет дурную славу и находится в плачевном состоянии. Ей понадобилось всего лишь пару месяцев, чтобы навести там порядок. Именно из этого детского дома Александра берет к себе маленькую девочку Валю, ослепшую и исхудавшую от авитаминоза. Через некоторое время к девочке полностью возвращается зрение. Вот какие чудеса может сотворить семейный очаг, где царит любовь и понимание, поддержка и вера, где ты чувствуешь себя любимым и нужным. Александра Аврамовна всегда старалась найти в человеке лучик света среди тьмы. Вот один из таких случаев. Мальчик Гена пришел в эту семью 13-летним подростком. Несмотря на свой юный возраст, был замечен в кражах, курении, не гнушался и спиртными напитками. Однажды после очередной такой выходки Геннадия и Николая ожидали 2 наволочки с продуктами, одежда и деньги. Положив все это на стол, Александра Аврамовна сказала: «Раз курите, значит уже взрослые, самостоятельные. Вот вам всем ваша доля. Хотите по-своему? Пожалуйста». Мальчики не покинули свой новый дом, но и баловаться больше не стали. Были и другие примеры ее безграничной любви, здравого смысла и благородства. Осенью 1941 года по Волге потянулись пароходы, везущие эвакуированных детей. Капитаны обращались к жителям окрестных сел по рупору с просьбой приютить на время заболевших малышей, не допустить их гибели. А еще были дети блокадного Ленинграда, беспомощные и едва живые. Разве могла Александра остаться в стороне? В 1942 году Александра Аврамовна взяла в семью 17 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. День и ночь выхаживала она их, кормя из ложечки. Ее руки всегда до язв были разъедены известью от стирки. В 1945 году семья переехала в город Ромны Украинской ССР. И там Александра Аврамовна продолжала свое правое дело. Такое большое количество детей не могло не отразиться на отношении супругов. В 1953 году Емельян Деревский, с которым они прожили 33 года, уходит из семьи. Однако не перестает оказывать поддержку. Его решение было для нее ударом и подкосило уже не железное здоровье. В то время, когда она была госпитализирована, к ней в дом приезжали люди на машинах и силой увозили младших детей, разделяя братьев и сестер, их развозили в разные детские дома. В 1959 году Александра Деревская умерла. Всего Александра Деревская воспитала около 65 детей. Из них 48 ей удалось вырастить до совершеннолетия. В честь нее получил свое название астероид 2400 Деревская. Это астероид главного пояса. Он расположен между орбитами Марса и Юпитера.
Изданы книги о семье Деревских и видеоматериалы, где каждый из спасенных ею детей делится своими воспоминаниями. На Украине, в городе Ромны, Сумская область, школа-интернат носит имя Александры Деревской. В городе Жигулевск, Самарская область, открыт музей боевой славы, где выставлена экспозиция с материалами ее жизни. Улица, где жила семья Деревских в городе Ромны, носит ее имя. Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 марта 1970 года Деревская награждена посмертно почетным званием «Мать-героиня», а при жизни были вручены правительственные награды: медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне и орден Трудового Красного Знамени. Каждый год у могилы матери собираются дети, внуки и правнуки почтить память этой удивительной женщины, которая обогрела всех своей материнской любовью и теплом, дала семейный очаг, ничего не требуя взамен, полностью и без остатка посвятила себя своим детям.